Переполненная горем и неспособная смириться с потерей дочери, Сара решила проверить телефон, который был подключен к камере в гробу ее дочери. Она просто хотела в последний раз увидеть своего обожаемого ангела. Но то, что она увидела, не только заставило ее громко закричать, но и перевернуло ее мир с ног на голову. Примерно в 8 часов вечера в пятницу Сара приехала домой. Она вышла из машины и остановилась рядом с ней, чтобы полюбоваться своим особняком. Слезы навернулись на ее глаза, когда она подумала о своем ужасном прошлом и о том, как далеко она зашла. «Я не могу поверить, что в какой-то момент я собиралась покончить с собой. Я не могу поверить, что когда-то так сильно ненавидела себя и думала, что из меня ничего не выйдет». Она пробормотала что-то невнятное и вытерла слезы. Несмотря на статус матери-одиночки и скромное начало, Сара пробилась наверх и в конце концов стала преуспевающим бизнес-магнатом. Сара все еще упивалась своим успехом, когда вдруг услышала, как кто-то плачет наверху. Это была ее 9-летняя дочь Сьюзи. Затем она услышала, как ее парень Джордж кричит на маленькую девочку за то, что та получила 2 за тест по английскому. Сара не могла поверить своим ушам. Она никогда не повышала голос на свою дочь. Джордж, как никто другой, должен это знать. Он знал, как сильно она любила и обожала маленькую девочку, особенно из-за обстоятельств, связанных с ее рождением. Охваченная гневом, Сара взбежала по лестнице и распахнула дверь гостиной. Увидев свою мать, маленькая девочка бросилась к ней в объятия. Сара наклонилась и поцеловала дочь, прежде чем велеть ей идти в свою комнату и ждать ее там. Когда Сьюзи ушла, Сара повернулась к Джорджу и выразила свое разочарование его поведением по отношению к Сьюзи. «Как ты мог? Как ты мог так жестоко поступить с моей дочерью?» Несколько минут назад я получила электронное письмо из ее школы, и они извинились за то, что неправильно оценили работу Сьюзи из-за сбоя программы. «Подожди, ты сказала твою дочь? Разве она не моя дочь тоже? Я думал, что мы растим ее вместе. Я считал себя членом семьи». Джордж кипел от злости. Сара была поражена силой гнева Джорджа. Внезапность его реакции повергла ее в шок. Ее собственный гнев быстро рассеялся. Подойдя к ней, Джордж нежно взял ее лицо в ладони и серьезно заговорил. «Пожалуйста, поверь мне, у меня только самые лучшие намерения в отношении тебя и нашей дочери. Я бы никогда не сделал ничего, что могло бы причинить боль кому-либо из вас. Клянусь могилой моей покойной сестры, что всегда буду защищать вас обоих». Его взгляд был искренним, и Сара поняла, что он говорит правду. Кроме того, она очень любила Джорджа и не могла на него сердиться. Прямо сейчас он был единственным мужчиной, которому она доверяла. Джордж был единственным, кто любил ее по-настоящему, а не из-за ее богатства. «Когда я встретил тебя, я пообещал, что избавлю тебя от всех страданий, и я все еще держу это обещание», — заверил Джордж, и они обменялись страстным поцелуем. В 17 лет мир Сары пришел в смятение, когда она узнала, что беременна. Но, несмотря на жизненные трудности, Сара отказалась сдаваться и в конечном итоге добилась успеха в достижении своих жизненных целей. Впоследствии найти значимые отношения оказалось непросто, поскольку все мужчины, которые ухаживали за Сарой, хотели только ее денег. Тем не менее, когда она встретила Джорджа, все изменилось. Он полюбил и принял Сару безоговорочно и принес в ее жизнь столько счастья. Она знала, что Джордж искренне любил ее, потому что не нуждался в ее деньгах и был столь же успешен в качестве генерального директора сети похоронных бюро. После ссоры супруги несколько месяцев не ссорились. Они наслаждались обществом друг друга и проводили время вместе, ужиная в ресторанах, просматривая фильмы и готовя пиццу по воскресеньям. Когда приближался 10-й день рождения Сьюзи,
Сара сделала все возможное, чтобы сделать его незабываемым. Они устроили сказочную вечеринку и подарили Сьюзи уникальную куклу со скрытой камерой в глазу, которую можно было подключить к телефону. Продавец магазина помог ей настроить камеру, чтобы она могла удаленно просматривать то, что запечатлела кукла. Сьюзи любила высокотехнологичные гаджеты и была в восторге, когда получила подарок. Она не могла перестать брать его с собой, куда бы ни пошла. К сожалению, через несколько недель после дня рождения Сьюзи произошло нечто ужасное. Сара была на работе, когда ей неожиданно позвонил Джордж. «Срочно приезжай в больницу», — сказал он по телефону. Не теряя времени, Сара поспешила к своей машине и поехала в больницу, куда была доставлена Сьюзи. Когда она приехала, ее ожидало зрелище, которое повергло ее в шок. Джордж нес на руках безжизненное тело Сьюзи. Она внезапно начала жаловаться на боль в груди, и прежде чем я понял это, она начала задыхаться. «Нашей дочери больше нет», — сказала Джордж. Джордж, охваченный горем, настаивал на том, чтобы они похоронили свою дочь как можно скорее, мотивируя это тем, что они хотели бы, чтобы их последними воспоминаниями о ней было ее милое лицо, каким оно было сейчас, с еще заметной теплотой. Он утверждал, что чем дольше ее будут держать в морге, тем сильнее посинеет ее лицо. Доверяя опыту Джорджа в этой области и плохо соображая от горя, Сара согласилась с его планом. И было решено, что на следующий день Сьюзи будет похоронена вместе со своей любимой куклой. Сара была в оцепенении после того, как не смогла взять себя в руки после трагической и неожиданной смерти своей дочери. Джордж увидел, насколько она разбита, и заверил ее, что лично обо всем позаботится. После того, как в похоронном бюро подготовили тело Сьюзи к погребению, Сара в последний раз взглянула на свою любимую девочку и отправилась домой. По мере того, как проходила ночь, события прошедшего дня все сильнее давили на Сару, не давая ей уснуть. Она лежала в постели, ее тело было покрыто потом, когда реальность произошедшего нахлынула на нее. Устав от слез, она решила увидеть свою дочь в последний раз. Дрожащими руками она достала телефон и собралась с духом, чтобы посмотреть, чем занималась ее дочь в последние минуты своей жизни. Но то, что Сара увидела, потрясло ее до глубины души. Изображение, которое она увидела на экране, заставило ее вскрикнуть и немедленно вскочить с кровати. Она схватила ключи от машины и на большой скорости помчалась по улицам города. Прежде чем Джордж успел осознать, что произошло, Сара уже исчезла. Он ужасно волновался и несколько раз пытался дозвониться до нее, но она не отвечала. Он прождал несколько часов, а затем услышал громкий вой сирен, доносившийся с улицы. Когда он открыл дверь, к нему подошли двое полицейских. «Офицеры, я так рад вас видеть. Я как раз собирался позвонить вам и сообщить о пропаже человека», — сказал Джордж, но прежде чем он успел объяснить, что Сара пропала, она появилась из-за спин двух полицейских. По выражению ее лица, Джордж понял, почему она внезапно уехала посреди ночи. Он уже знал, что происходит, и мгновенно замолчал, не в силах смотреть Саре в глаза. Но как она узнала? Он задумался. Вместо того, чтобы найти последние действия Сьюзи, на видео, которое камера записала и сохранила на телефоне, Сара сделала ужасающее открытие, что прямо в гробу Сьюзи была все еще жива. Она увидела, как Сьюзи гладит свою куклу и пытается выбраться. Охваченная страхом, Сара пронзительно закричала и бросилась на кладбище. Она обратилась в полицию за помощью, пока ехала. Когда она добралась, полицейские уже откапывали могилу, и Сара быстро открыла крышку. Измученная Сьюзи пробормотала: «Мама, ты здесь», прежде чем потерять сознание.
Медики быстро доставили Сьюзи в больницу, где ее состояние стабилизировалось, прежде чем Сара и полиция отправились в дом, чтобы арестовать Джорджа. На видео также были показаны последние кадры перед так называемой смертью Сьюзи, в которых Джордж дал ей проглотить большую дозу снотворного. Увидев, что его секрет раскрыт, Джордж сказал: «Я не мог делить тебя с кем-то другим. Я так сильно люблю тебя и просто хотел быть только тобой». Сара почувствовала глубокое отчаяние, когда она посмотрела, как уводят Джорджа, и, наконец, сказала: «Для меня ты умер этой ночью». Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Сары? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.